Короче, собрались мы с братаном как-то на рыбалочку. Вот, в общем, первые там 3 километра мы, наверное, проехали на автомобиле, нас подвезли. А дальше нужно было идти пешком. Ну, в общем, пешком надо было идти порядка, наверное, 6 километров. Ну, может быть, чуть поболее. Ну, плюс-минус. Ну, и пока шли. Останавливались, конечно, соответственно, потому что есть по пути такие очень красивые места там на берегу речки. И вот в одном из мест мы остановились у речки для отдыха. И видим, на той стороне сидят рыбаки. И, в общем, мы так через речку с ними перекрикивались, клюет, не клюет. А мы даже больше пошли не за рыбой, как говорится, а на рыбалку. Вот, и ну, нас мужички спросили, куда мы собрались, мы им пояснили, туда-то. И один из них говорит, вы, говорит, осторожней, там, говорит, на днях в той стороне, говорит, медведь медведя задрал. Ну и, конечно, мы поникли чуть духом, обратно идти не хочется. И вот мы решили включить музычку, идти и покрикивать, постукивать, в общем, создавать шуму. И шли, в общем, оглядывались на каждые следы. Ну, следы медведя, конечно, мы не встретили, но следы лося видели. И довольно-таки не совсем старый. Вот. А в итоге, это уже потом, наверное, спустя недельку, это была, оказывается, вообще дезинформация. Медведь задрал медведя, это не было. Там было это было вообще от этого места примерно километров 25, ну, в противоположную сторону, может, там в соседний поселок куда-то. Там, да, перед соседним поселком, там медведь задрал, и то, говорят, лосенка, и очень маленького, скорее всего, который родился только в этом году. Он там прям на проезжей части, на дороге, потому что, ну, говорят, шкура у лосенка была не очень такая длинная, шерсть. Сам ворс. Ну, и, как бы, судя по этому, там сказали, что это очень маленький лосенок был. Ну вот, а тут, конечно же, мы никого не встретили, но шли, осторожничали, обращали внимание на все следы, что нам попадались. Старались как можно чаще оглядываться, покрикивать, шуметь. Музыка у нас была, музыкальная колоночка с собой. Пришлось музыку включить на полную мощь. Еще и время-то было уже это после 10 вечера, благо белой ночи. И вот так вот шли, осторожничали. Налево-направо, везде присматривались, мало ли чего где-то кто-то зашевелится, будет какие-то издавать звуки, движения. Кстати, немало видели уток, пролетающих мимо. Когда-то лет 20-25 здесь была вообще хорошая полноценная дорога. Эти места, вот эти поляны, они уже зарастают вот шиповником, ивником. Раньше тут косили сено совхозный. Ну, совхозный, там совхоз был в соседней деревне. И вот это как бы считались их территорией. Здесь раньше вообще и на легковых машинах во время заготовки сена ездили, и на мотоциклах. Мы в школьные годы гоняли. Это мы уже, конечно, на озере. Сейчас будет шум, всплеск волн, воды от весел. Че ты? Да так, для видео, что так. Воды, туман, туманище. Туман, туманище. Над миром стелится. Туман, туманище, как молоко. А ты забыл сказать, что 20 лет назад был последний такой момент. Да, давно я не был в такой момент.
А время сколько у нас? 12 час. Пол-12 вечера. Белой ночи. А ты ушла с другим, а мне не верится. Я думаю, еще жерлицы не ставим. Это мы еще жерлицы не ставим. Это просто гребем. Плотину хорошо, хоть плотину перешли. Главное, чтобы впереди плотины больше не было. Этот мудак, может, там тоже наворотил впереди. Осталось-то что? 350 метров осталось. 350. Я даже от канала слышу. 350. Хоть не 300. А то пришел бы тракториста искать. Туман, туманище. Вот таким должно быть. Доброе утро. Говорят, тут недалеко недавно медведя задрал. Ну не знаю, следов не видели, пока сюда шли. И вот она, красота сама.